Всем привет, друзья! Гоша Чич на связи, и мы рады вас приветствовать на нашем канале. Да, народ, всем привет! И сегодня мы с Гошей решили устроить новое и захватывающее противостояние для наших восьмиколесных монстров. И сегодня они будут пытаться проехать по вот этим мостам-пожирателям. Вот они уже установлены, под ними лава. И кто же из монстров сможет проехать дальше всех? Сейчас узнаем. Так что скорее ставьте лайк под видео и смотрите до конца, чтобы узнать сегодняшнего нашего победителя. Так, да, Чич, спасибо, что показал нам на эти мосты. Но первые монстры восьмиколесные уже помчались вниз. И первая пара — это автобус-пожиратель против самолета-пожирателя. Так, кто же из них заедет дальше всех? Так, Чич, давай еще раз уточню правила. Значит, смотри, тут у нас как бы не гонка, но... главное, ничего себе, так, тихо, подождите. Так, здесь нельзя отвлекаться. Самолет-пожиратель почти взлетел, наверное, он решил перелететь всю эту полосу препятствий. Так, автобус-пожиратель решил поехать по другому маршруту, чуть-чуть сместился. Так, и тут самолет-пожиратель врезался. Мост-пожиратель, в общем, так, смотри, Чич, значит, у нас эти монстры проехали по два моста. Точнее, три автобус-пожиратель проехал, да, все правильно. Так, и теперь новая пара. Значит, трактор-пожиратель против поезда-пожирателя. Так уж, подожди, я не понял. Кто дальше проедет или как мы будем очки им считать? Так, чуть нет, смотри, значит, не кто дальше проедет, а кто больше мостов проедет. Так, вот трактор-пожиратель, ничего себе, подскакивает. Уже два, получается, проехал. Поезд-пожиратель тоже. Второй, кто больше за каждый пройденный мост. Вот это, ну это тоже считается. Главное перелететь яму. Так, тихо, трактор чуть не врезается. Так, отлично, едет дальше. Точнее, это поезд. Поезд чуть не врезался в трактор. Так, а нормально, так, и последний мост, а тут трамплин перелетает. Ух, ничего себе, вот это прыжок, вот это эффектно, конечно, получилось у поезда-пожирателя. Так, получается, да, первый раунд у нас состоит из 4 мостов, и они могут как бы там между собой меняться постоянно. Да, кстати, ты не очень уточнил, это немаловажный факт, они могут... Но это тоже команда, получается, мостов-пожирателей против восьмиколесных монстров-пожирателей. Так, и новая пара. Томас против тыквы, карета тыквы. Ну, точнее, не против, они сразу одновременно едут. Главное проехать как можно больше мостов. Итак, значит, смотри, Чич, у нас самолет-пожиратель проехал 2 моста. Автобус 3 моста. Поезд-пожиратель 4. Трактор, синий трактор-пожиратель 3. И вот кто проедет больше, Томас или... Да, может, Томас тоже все 4 проедет, сейчас узнаем. Так, уж подожди, вот ты, конечно, спасибо, что уточнил, что мосты могут меняться, а то я так-то забыл про этот моментик. Так, значит, вот эти мосты немножко подняты, так, и тут цепляются. Гоша, они что, липкие, что ли, эти мосты? Ты видел, Томас как бы прыгал с трамплина, но зацепился. Так, а карета-тыква перелетела все-таки, как-то рядом там она проскочила. Так, главное перелететь яму слабо, я так понял. Неважно, можно, в принципе, не по мосту. А, там трамплин, Гош, видел, вон трамплин рядом установлен. Да, получается, вот так мы сделали. Ну, как бы мосты добавили, но они сами между собой еще могут меняться. Вот это, конечно, круто. Так, и значит, тыква проехала у нас, карета-тыква 3 моста, а Томас всего лишь 2. Так, и следующая у нас пара — это Маквин, зомби Маквин против Чико. Так, противостояние среди тачек восьмиколесных. Кто же из них проедет больше мостов-пожирателей? Сейчас узнаем. Так, а Гош, кстати, ты заметил, мосты-пожиратели тоже разные. Вот этот опасный. Ух, ничего себе, Гош, ты видел? Колесо повредилось. Так, здесь с трамплином. Так, ничего себе, полетел Чико. Нормальный прыжок, так выровняйся. Так, выровняйся ты. Маквин. Чико, не, ух, ничего себе, чуть-чуть не хватило, упал в лаву. Чуть-чуть не перелетел. Так, а Маквин, ничего себе, вот это мощный прыжок. Полетел дальше. Так, супер. Приземлился, так, Гош, получается, Маквин проехал 3 моста, а Чико всего лишь 2. Так, Гош, подожди, а в следующих раундах у нас же 3 раунда, получается, будет. И там мосты будут меняться. То есть сейчас у нас одни мосты, тут по 2. Получается, вначале, да, 2 моста и вот один широкий, кстати. А потом они могут поменяться, да, получится там 3 узких, может быть, 2 широких. В общем, разные варианты могут быть. Да, Чич, согласен. Мосты у нас тут непредсказуемые, мосты-пожиратели, значит, Маквин чуть-чуть докуркался до самого широкого моста и проехал всего лишь 3. Так, и вот у нас последняя уже пара, это восьмиколесный зомби, зомби-босс, назовем его так, против Халка-паука с лапами. Ах, это Халк Тесла.
Так, Халк уверенно начинает мчаться вперед, перелетать, ничего себе, вот это прыжок. А, тут трамплин, что ли, небольшой? Так, ну и зомби. Зомби-босс тоже нормально. Так, а вот здесь опасненько. Не туда Халк поехал. Зря по этому мосту. А вот здесь зомби-босс тоже перелетает, но не совсем удачно. Перевернулся. Мог бы нормально приземлиться. Но не получилось чуть-чуть. Так, разворот. Станет на колеса, может дальше поедет. Остался последний, 4-й мост. Да, сможет ли он его переехать? Нет, чуть-чуть не хватило. Так, значит, результаты у нас... Кто у нас первый? Давай посчитаем. Поезд-пожиратель проехал все 4 моста. Да, все остальные тут по 3 только. Тыква, Маквин, зомби. Так, ладно, смотрим чуть. Новые мосты. У нас тут поменялась, получается, полоса препятствий. Добавились так, широкий. Вот опять широкий. И здесь все широкие мосты, что ли, получается? Так, ну у них, видишь, чуть глаза. Тут еще немаловажный фактор, вот эти глаза. Они могут быть большими, тогда по ним сложно будет проехать, как Маквин. Помнишь, что он ехал, зацепился колесом и повредил колесо. Но вот по маленьким, мне кажется, намного проще ехать. Так, вот, смотри, тут с трамплином. Так, вот здесь аккуратненько, сильно лучше не разгоняться, но поезд-пожиратель... Так, кстати, чуть команду, ну не команды, а по 2 сразу 8-колесных монстра едет, но теперь трактор против зомби. Зомби уже перевернулся, а поезд-пожиратель мчится дальше, но... Тихо, ну... Все-таки я тоже кувыркнулся. Так, да, Гош, ну это не важно, что у нас тут не противостояние, просто не важно, кто с кем будет ехать. Главное тоже заехать как можно дальше, проехать как можно больше мостов. Так, и поезд уже перевернулся. И получается, поезд-пожиратель 2 моста всего лишь проехал, а зомби-босс 1. Так, следующее у нас это Чико и автобус-пожиратель. Так, вот здесь, ну сильно не разгоняйтесь, прыжок. Эффектно, конечно, получается, но вот автобус-пожиратель не справился с управлением. Даже крылышки ему не помогли. Так, дальше Чико прыгает. Тоже, ну, слишком быстро разгоняются. Все, закувыркался. Здесь надо аккуратненько. Глаза ведь там, да, Гош, ты прав, небольшие. Но, мне кажется, они могут цепляться за эти глаза, потому что они как будто бы, мне кажется, какие-то липкие. Да, Чича тоже это заметил. Глаза... Могут их хватать за колеса, да. Вот это, конечно, классно, да, придумать, знаешь, типа, ну, едешь по мосту, и тебя хватает он липкий, и ты цепляешься. Так, ладно, вот интересное противостояние, смотри. Самолет-пожиратель против синего трактора-пожирателя. Кто же проедет дальше? Значит, в каждом раунде можно еще болеть за отдельного монстра и смотреть, кто дальше проедет. Так, неплохой прыжок. Так, Гош, мне кажется, ну, у самолета преимущество, у него ведь крылья. Да, потому что он может... прыгать, его они стабилизируют немного. Хотя, нет, вот сейчас не помогли. Как-то неудачно прыгнул, все закуркался. Так и крылышки не помогали. А трактор едет дальше. Ай-яй-яй-яй-яй, не так на трамплин заехал. Чуть-чуть не хватило, прямо мост тут врезался. Так, Гош, кстати, мосты у нас тоже, видишь, разные. Некоторые приподняты немного, некоторые полностью опущены. То есть некоторые как трамплин получается, а некоторые наоборот, надо пытаться их перепрыгнуть. Перелететь. Так, Халк против Томаса. Так, вот здесь аккуратненько они начинают, не быстро. Отлично. Прыгнули, приземлились, мчаться дальше. Так, вот здесь надо на трамплин посильнее, наверное, разогнаться. Прыжок, перелетают. Так. Ну, Халк закувыркался, слишком сильно разогнал. Ну и Томас тоже. Скорее всего лишь по 2 моста пройдут. Так, Гош, подожди, у нас в этом... В раунде, получается, 3 моста, да, широких? 3 я насчитал, да, вроде бы? Да, Чич, по-моему... Нет, там... Да, 3 моста. Так, ну давай суммируем. Мы же вот эти мосты складываем с первым раундом. Ну, у каждого монстра теперь, ну, все очки складываются, все мосты. Так, Чико против тыквы. Так, это последний... А, это Маквин, подожди. Да, это Маквин, я перепутал. Маквин против... Кареты тыквы, это последняя у нас уже пара в этом раунде. И дальше 3-й раунд, заключительный. И давай я продиктую очки, кто сколько набрал. Значит, поезд-пожиратель 6 очков, зомби-босс 4, Чико 4, автобус-пожиратель 4, трактор 5 очков, самолет-пожиратель 4, Томас 4, Халк 4. И вот сейчас узнаем, кто сколько здесь наберет. Так, Маквин закувыркался.
Зомби-тыква тоже там. Так, ну получается не по 3. Нет. Тыква 2 проехала, да, вот здесь не доехала. А Маквин сразу 3, все 3 проехал. И получается, Маквин вырывается вперед, у него 6 очков. А нет, тут у поезда пожиратель тоже 6, поровну. Так, смотрим, третий раунд заключительный. Тут сразу по 3 моста. По 3 моста пожирателя, не широких. Гош, подожди, тут еще есть финиш, да, вот смотри, нужно доехать до финиша. Ну, если кто проезжает мосты, все, сколько там, 4 участка с мостами или 3? Я забыл посчитать. В общем, кто доезжает до финиша, получает еще 1 дополнительный балл. Так, и смотрим, Маквин первым начинает. А, Гош, здесь у нас же не по 2 монстра будут сразу спускаться, а по 1. Так, и сразу по 3 моста. А, Гош, я понял, тут надо выбрать правильный маршрут. Видишь, мосты, они ведь разные. Кто-то приподнятый пастью вверх, как раз там вообще не проедешь. Трамплинов, по-моему, нет. То есть по тому маршруту точно не ехать. И, то есть надо перестраиваться влево, вправо. Так, и здесь еще где-то у кого-то на каком-то участке вот глаза большие. На одном большие глаза, на втором маленькие. Надо, конечно, лучше ехать по маленьким глазам, но Маквин решил выбрать другой маршрут. И опять он повреждает колесо. В прошлый раз, Гош, помнишь, он ехал там, прыгнул на больших этих глазах, повредил колесо. Да, чуть согласен. Эти глаза как кочки огромные, налетаешь на них и получаешь серьезные повреждения. Да, лучше выбирать, конечно, глаза поменьше, но у них тоже, по-моему, есть какой-то подвох, потому что они как будто бы липкие какие-то, за них можно зацепиться. Так что здесь не угадаешь. Лучше, наверное, по большим ехать, но не с такой высокой скоростью. Чуть-чуть как надо притормаживать. Так, ну вот Чико помчался. Тоже уверенно. Так, а Маквин сколько у нас проехал, кстати? 4 моста проехал Маквин. Так, и Чико. Чико закувыркался. Так, тихо, становится на колеса. Ничего себе, вот это круто было, конечно, но проедет еще несколько мостов. Нет, давай, перепрыгни. Нет, не смог, чуть-чуть не хватило. Так, кстати, Чико проехал 3, Маквин 4, и Маквин всего 10 очков. Это заявка на победу, кстати. Да, 10 очков. У Чико 7. Так, теперь посмотрим, сколько Халк проедет. Проскакивает первый мост уверенно. Так, дальше здесь едет. Прямо никуда не смещается. Здесь по маленьким глазам нормально промчался, даже не заметил. Так, куда он? Давай правее. Правее смещается по среднему мосту. Отлично, молодец. Так, не цепляется, уверенно. Мчится вниз на огромной скорости. Так, здесь. Здесь тоже по маленьким глазам. Вот правильно Халк едет, выбирать нужные мосты. Слева там самый первый был мост с огромными глазами. А Халк выбирает как раз... Нет, ну вот здесь, конечно, перепутал. Не смог, наверное, определиться влево-вправо. Решил посередине ехать. И вот, пожалуйста, повредил колеса, но еще... Ай-яй-яй-яй, не туда совсем поехал. Вот зацепился за ограждение. Но там он не смог уже, наверное, никак. Ну, не успевал перестроиться. Но 5 мостов проехал. 5 мостов, и это меньше, чем у Маквина на 1. Да, и у него всего за весь наш сегодняшний выпуск, ну, за все соревнования, за весь турнир, общее количество 9 очков. 9 очков набирает Халк. Это больше, чем у Чико, но меньше, чем у Маквина. Так, а сколько наберет карета Тыква? Сейчас узнаем. Так уж, мне кажется, карета тоже должна уверенно промчаться, потому что у нее колеса, смотри, какие-то деревянные, тонкие. Мне кажется, как раз на таких и надо ездить по таким мостам пожирателям. Да, сложно схватить за эти колеса. Ну, то есть мост пожирателя пытается тоже схватить, за колесо поймать. Ну, как липкие, знаешь, некоторые глаза. А вот за такие деревянные колеса особо и не схватишься. Мне так кажется. Хотя сейчас проверим мою теорию. Оп, вот, пожалуйста. А хотя нет, это тыква просто куда-то врезалась в заграждение. Так, ну проехала она, получается, 4 моста. Итого это получается тоже 9 очков, как и у Халка. Поровну. 9. Так, кто же станет победителем? Неужели Маквин? Может быть, зомби-босс сможет ему помешать и вырваться вперед. Так, всего у зомби-босса было сколько очков, Гош? Напомни, пожалуйста. Так, у зомби-босса всего сейчас 4. 4 очка. Надо проезжать, получается, все 5. Доезжать до финиша надо с зомби-боссу, чтобы что-то вообще попробовать. Ну, хоть как-то. Да, если доезжать до финиша, тогда может и вырваться вперед. Но это 100% победа еще не будет, потому что есть еще другие участники. Так, нормально едет, заносит. Тихо.
выравниваю. Нет, ну куда ж ты так закувыркался? На ровном месте взял, перевернулся. Да, так, ну, может здесь еще проскочит один мост? Нет, ну тут уже все, врезался. Эх, обидно. Проехал зомби-босс 4 моста и того плюс 4, 8. Да, это даже меньше, чем у Халка и тыквы. Так, вот, трактор-пожиратель. Вот это, забыл я совсем про него. Трактор-пожиратель может уверенно, мне кажется, выиграть сейчас. Потому что у него 5 очков всего. Надо проехать 5 мостов и может доедет до финиша. Так, что-то он сильно разогнался, мне это не нравится. Так, нет, смещайся, куда ты, вот, да, фух, я думал еще сейчас поедет по левому, ну, первому мосту, который с пастью приподнятой, и, так, здесь, опа, ну куда ж ты так мчался? Ну, не надо было чуть правее, ну, хотя бы глаза большие. Так, нет, трактор не смог справиться с заданием, всего лишь 3 моста проехал, тоже 8 очков. Так уж вот, смотри, самолет-пожиратель. Да, у нас еще есть и поезд-пожиратель. Мне кажется, самолет-пожиратель сейчас тоже уверенно промчится, потому что у него крылья, Гош. Мне кажется, он сейчас будет немножко взлетать. Может, будет читерить сейчас немного, а ну. Хотя автобус-пожиратель тоже может взлетать, у него же тоже есть крылья, правильно? Но не такие. Да, у него крылышки поменьше, а вот самолет-пожиратель уверенно разгоняется. Так, влево-вправо. Так. По правому мосту. Так, хорошо мчится. Так, неужели доедет до финиша? 5 мостов проехал. Гош, нет, это 4 пока что проехал. Так, вот это 5-й, по-моему. Так, и сейчас до финиша. Гош, я еще говорю. Да, он не читерил, он нормально проезжал. А, нет, вот только 5-й мост. Тихо. До финиша докувыркается. Ух, ничего себе. Так, мне кажется, должен доползти. Крылья, кстати, у него крылья не ломаются. Почему-то. Так. Нет, не доехал до финиша. Всего лишь несколько метров. Вот это обидно. Так, нет, ну стоп, а сколько он мостов, Гош, проехал? 5 или 6? Не, чисто, у нас всего 6 мостов. Ну, 6 уровней. 6 отрезков с мостами, да, плюс 6. И самолет-пожиратель зарабатывает 6 очков. А было у него 4, это 10. Это столько же, сколько у Маквина. Он сравнивает счет, получается. И, возможно, у нас будет еще дополнительный раунд, какое-то дополнительное противостояние, если будет ничья. Так, ну смотрим теперь на автобус-пожиратель. Так, ну он что-то тут сразу же в начале. Ну, не в начале, сколько он? 3 моста проехал вроде бы. И... нет. Сегодня не его день. Да, как-то он не особо хорошо сегодня пытается проезжать по мостам. Наверное, у него были какие-то другие важные дела, а его тут заставили участвовать в этом соревновании. Так, итого у него было, значит, проехал он 3, было 4, хотя да, у него было 4 очка, мог бы постараться попробовать 4 плюс 3, 7. Так, нет, он точно сегодня у нас никакое место, призовое место не займет. Так, вот поезд-пожиратель, вот он может, мне кажется, нормально сейчас проехать, как бы, это можно сказать, одна команда. Мост-пожиратель и поезд-пожиратель. Да, они как бы похожи. Одна вселенная, так сказать. Так, но глаза одинаковые у них почти. Цвета тоже одинаковые, но никак это поезду-пожирателю не помогает. К сожалению, уже он закуркался, получает повреждение. Все, прилег отдохнуть, вот, все, устал, дальше не поеду, говорит он. И всего лишь 3 моста проехал, и того у него, хотя 9 очков, да, у него же было, а было-то у него 6, да, вот во втором раунде он же лидировал. Эх, надо всего лишь было 5 мостов проехать и мог выиграть. Так, и внимание, последний спуск на сегодня у нас, потому что это Томас, последний участник. Томас, а у него сколько очков было за прошлые 2 раунда, сейчас посмотрим. Томас. Что-то я его не нахожу. А, нет, 4 очка у него, да. Не так уж и много, но посмотрим, сколько он здесь сможет заработать. Так, максимум получается у нас 6. А, нет, 6, это 10. Если доедет до финиша, тогда он может, в принципе, выиграть. Так уж, подожди, тихо, не отвлекаемся, смотрим. Уверенно, Томас мчится.
влево, вправо. Так, давай, тихо, посередине. Да, посередине тут маленькие глаза, отлично, потому что справа были большие. Так, вот, мне кажется, Томас сейчас должен доехать до финиша. Если вот здесь притормозит. Так, большие глаза, большие глаза. Тихо, тихо, тихо. Сейчас закувыркается. Выравнивайся. Успел, смог. Так, вот здесь, если сейчас не перевернется, то доедет до финиша. Так, вот последний мост был опасный. По большим глазам проехал, чуть не повредил колеса. И финиширует. Гош, это что значит? Плюс 7, что ли? 6 мостов и финиш. Дополнительный балл. Плюс 7, правильно? А было 4, 11. Томас выиграл, что ли? Да, Чич, вот это да, я даже не думал, что Томас может так уверенно промчаться по этой полосе препятствий. Ничего себе, круто. Ну да, получается, дополнительный раунд нам не придется делать, потому что Томас уверен, ну, хоть отрыв-то небольшой, но все равно, 1 балл, заслуженная победа, мне кажется. Да, получается, Маквин и самолет-пожиратель, у них по 10 очков, они на 2-м месте, а на 3-м, получается, тоже 3 монстра. Это у Халка 9, у Тыквы, кареты Тыквы 9 и у поезда Пожирателя тоже 9 очков. Фух, вот такая у нас тройка лидеров. Сколько у нас там? Сразу 7, да, 7 вездеходов. Так, неплохо мы прокатились, конечно, мне понравилось. Надо будет еще устроить, может быть, такое же соревнование, но для других машин. Да, кстати, друзья, пишите в комментариях, для каких машин еще устроить. Может, там для джипов, для легковых, для гоночных машин, может, тоже устроим такие спуски по мостам Пожирателя. Ну, а на этом все. С вами был Гоша Чич. Всем прекрасного настроения. До скорой встречи. Пока-пока.